Добрый день, леди и джентльмены, с вами FXSteel, и вашему вниманию предлагается наш новый индикатор Market Profile Linear, входящий в пакет индикатора Market Profiles. Специализация данного пакета индикаторов – исследование профиля рынка и представление его различными способами. Как это происходит? При старте индикатора происходит построение двух таймфреймов, кроме текущего, младшего с исходными данными и старшего, для которого строится диаграмма. Это происходит не сразу. Индикатор включает таймер и проверяет готовность тайм-серий сообщений типа Build Source and Target Step, Steps number 1, Steps number 2 и так далее. После готовности индикатор готов к работе и демонстрирует трейдеру следующую картину. Вот мы все это видим. Вот такая вот у нас получается картинка. Это общий вид индикатора с настройками по умолчанию. Свои данные индикатор представляют в двух окнах. В нижнем под окне располагается гистограмма объемов восходящей средней. В основном окне представлена диаграмма профиля рынка. Выполняя свои работы, индикатор берет данные об объемах с младшего таймфрейма и строит диаграмму для старшего и гистограмму для текущего таймфрейма. По умолчанию диаграммы строятся для дневного старшего таймфрейма, используя данные в объемах минутного младшего таймфрейма. Если в качестве старшего выбирается недельный таймфрейм, то в качестве младшего будет 10-минутный таймфрейм в качестве источника данных об объемах. А если в качестве старшего выбирается месячный таймфрейм, то в качестве младшего будет использован получасовой таймфрейм. На данном скриншоте диаграмма дневного таймфрейма располагается на графике часового таймфрейма, для которого построена гистограмма. В качестве источника данных выступает минутный таймфрейм. Гистограмма под окне. В данном случае это набор значений, каждый из которых равно объему, приходящемуся на соответствующую свечу. Это хорошо известно. Кроме того, на гистограмме имеется скользящая средняя. Видом гистограммы можно управлять с помощью группы входных параметров. Сейчас мы их найдем. Вот они. Максимальное количество свечей по умолчанию 300. Глубина истории, на которой производит вычисление индикатора. Это вычисление весьма значительно, поэтому их объем ограничивается данным параметром. Показывает скользящую среднюю и ее период. Ну, тут все понятно, наверное, пояснение дополнительно не нуждается. View-type. Способ отображения гистограммы. И всего 3. Забегая вперед, хочу сказать, что способов отображения диаграмм профиля тоже 3. Способ отображения диаграмм устанавливается независимо от способа отображения гистограмм. На скриншоте выше виден способ отображения ViewType по умолчанию. Simple Linear. Для данного режима отображения ограничение максимальное количество свечей не применяется. Попробуем изменить его. Поставим Buy and Sell. Получается следующая картина. В данном решении гистограмма разбивается на две половины. И верхняя отображается объемом на покупку, в нижнем на продажу. Гистограмма сопровождается двумя скользящими средними с одинаковым периодом. Еще раз изменим этот способ отображения. Ищем нашу диаграмму. Buy and Sell. Третье отображение дельта. Вот он. Ждем тика. Вот тик у нас начался, мы получаем способ отображения. В данном режиме каждый столбик гистограмм представляет собой разницу между объемом на покупку и объемом на продажу. Гистограмма в этом режиме скользящая средняя не отображается. Диаграмма в окне текущего графика. Принцип построения диаграммы нами уже указан. Берутся данные в объемах с младших таймфреймов с помощью строится диаграммы профиля рынка для старших таймфреймов. Для создания внешней диаграммы отвечает 3 группы входных параметров. Смотрим. Первая группа это вертикальная диаграмма, vertical diagrams. Вот, и самый первый у нас входной параметр это число диаграмм. По умолчанию они 5. Оно ограничивается 15 диаграммами. Это сделано по тем же причинам, что и ограничение для гистограммы. Ну, чтобы дать возможность терминалу работать поменьше. Следующая группа это цвета. Ну тут, наверное, не нужно ничего объединять дополнительно. Цвет диаграммы на покупку, на продажу и общий main, основной цвет. И ее прозрачность. Рисовать ли объект, следующий параметр, это рисовать ли объект на заднем фоне. По умолчанию он, разумеется, стоит в true.
Вот, чтобы не заслонять диаграммы основной график. ViewType. Это то же самое, что и тот же самый пункт, аналогичный, что и для гистограммы. По умолчанию Simple Linear. Посмотрим, как это выглядит для случая Buy and Sell. Вот. Вот такая как картина у нас Buy and Sell. Ну, ожидаемо она будет выглядеть для дельты, но мы все равно посмотрим. Дельта. Вот дельта, строим дельту. Вот дельта. Что такое дельта? Buy and Sell мы уже рассказывали, когда говорили о гистограмме. Здесь принцип то же самое. Давайте восстановим все, как было. Мы изменим здесь и дельту на Simple Linear. Вот, ну и здесь тоже, наверное, тут сделаем то же самое. Чтобы у нас было проще. Так, сделали, и теперь снова возвратим входные параметры. Таргет, целевой таймфрейм. По умолчанию он у нас указан как дневной. Это тот таймфрейм, для которого строится диаграмма. В данном случае дневной таймфрейм, он берется по умолчанию. Тип объемов. Volume type. В данном случае у нас стоит это tick volume, это для Форекса. Вот. Но можно сделать реальные объемы, в том случае, если у нас данные поступают с биржи. Точность вычислений. Она у нас может быть трех видов, она у нас может быть точной, средней, как сейчас стоит по умолчанию, и грубой. Попробуем поставить грубой. У нас диаграммы остались такими же, но расстояние между вот этими уровнями отдельного, они стали реже. Ну, это можно убедиться, но для этого нужно строить несколько соседних диаграмм, это, вероятно, это не имеет смысла. Важный параметр horizontal size. В данном случае это стоит 20. Что это означает? Это означает следующее. Так, еще раз построить, что максимальное расстояние, вот это расстояние, в данном случае, это максимальный уровень диаграммы, будет занимать 20 свечей. Вот. В данном случае, если это имеется в виду для дневного таймфрейма, то диаграмма будет располагаться от 0 часов до 20:00. В случае, если у нас будет режим отображения Buy and Sell, то у нас эти самые 20 свечей будет и налево, и направо. Посмотрим еще раз на эту картину. Вот. Сюда 20 свечей, и сюда 20 свечей, сюда 20 свечей, сюда 20 свечей. К сожалению, некоторые диаграммы в результате могут налезать друг на друга. Как этого избежать? Ну, совершенно очевидным способом. Изменить горизонтальный размер, ну, например, до 5. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вот так это будет выглядеть. Ну, все помещается, но не очень наглядно, конечно. Поэтому давайте мы вернемся с вами к размеру по умолчанию. Здесь поставим Simple Linear, а здесь вот 20. 20. Последний параметр в этой группе параметров — это толщина линии. Ну, наверное, для дополнительных пояснений это не нуждается. Группа параметров — зона стоимости. Ищем ее входные параметры. Так, вот она, эта группа. Зона стоимости — это диапазон ценовых значений, в пределах которого совершается около 70% всех сделок за день. Ну, это известно. Вот ее параметр. Вот с помощью этих параметров вид этой зоны может управляться. Первый параметр — это переключатель. Отображать ли эту зону или нет. Show VA as line. Вот, сейчас она установлена в true. Вот мы сейчас вот посмотрим. Вот в этом случае отображаются границы зоны в виде линий. В виде линий, не просто линий, а линий, доходящих до начала следующей диаграммы. Вот они вот сюда. Вот.
Это можно отключить, если это кому-то не нужно. Следующий параметр это как раз вот эти самые 70% всех сделок сзади. Можно поставить 100, можно 68. Ставить по-разному. Цвет отображения, цвет окрашивания вот этой самой зоны. Показывает зону как блок. Собственно говоря, он сейчас как раз покажет как блок. Вот он как блок. Закрашенный блок, закрашивает всю зону до начала следующей диаграммы. Он граничит с вот этими линиями границами, которых я уже сказал. Вот. Попробуем поставить ее в неотображаемый вид. Посмотрим, что выйдет. Ну вот, этой зоны нет, а вот границы остались. Вот они границы. И последний параметр это вот он. Это прозрачность как раз вот этого самого блока. Она поставлена совсем маленькая, сделана специально совсем маленькая, чтобы на ее фоне не терялся вид самой диаграммы. Вот. Это вот такие параметры у нас отвечают за отображение зоны стоимости. Последняя группа параметров это группа уровней. Вот эти уровни у нас, 3 у нас их всего. Вот. Смотрим на группу соответствующих параметров. Вот она. VWAP, VOG, Median. И первый параметр это отображать линии, отображать уровни как линии. Он поставим фаз, поставим 3. Поставим 3, посмотрим, что из этого получится. Ну, получилось очевидно. Эти линии будут продолжаться до начала следующей диаграммы, как это было у нас для границ зоны стоимости. Это достаточно полезная опция, которая может существенно облегчить понимание происходящего на рынке. Вернемся обратно. Так. Ну, дальше все достаточно тривиально. Ширина линий, она чуть-чуть больше, чем толщина линии. Она немного больше толщины линий основной диаграммы, ее прозрачность этих линий и отдельно отображение каждого из этого уровня. Отдельно отображение и цвет. VWAP, отдельно Median, отдельно POG. Ну, что такое Median, POG и VWAP, я думаю, объяснять, наверное, смысла нет. По нашему индикаторе предусмотрено достаточно большое количество предупреждений алертов. Посмотрим на группу параметров, которые ими управляют. Вот, это группа Alerts. Вот та самая группа параметров, которая управляет алертами. И первый параметр, это достаточно очевидный параметр, переключатель всех предупреждений одновременно. Они либо будут посылаться, либо не будут. Следующий параметр, Alert Delay, требует несомненно пояснений. Это задержка отправления предупреждений. Это количество свечей младшего таймфрейма, которые должны закрыться после начала построения новой диаграммы для начала получения предупреждений. Например, диаграмма на скриншотах, та, которую мы все время рассматривали, построена на часовом таймфрейме для старшего дневного таймфрейма. Источник данных младший минутный таймфрейм. Значение задержки указано 120 свечей минутного таймфрейма. Следовательно, предупреждения начнут поступать не раньше, чем закроются первые 120 минутных свечей после начала дня, то есть через 2 часа. Такое решение принято потому, что в начале построения диаграммы уровни и зона стоимости еще недостаточно сформированы. Поэтому предупреждения будут поступать постоянно и, скорее всего, будут ложными. Поэтому введена настраиваемая задержка, которая действует однако не для всех предупреждений. Alert Type, тип предупреждений. Он одинаков для всех. Вот он. Это выпадающий список. Давайте его рассмотрим. Первый пункт это No Signal. Ну, по названию понятно, что никаких предупреждений поступать не будет. SimPrint это простой вывод журнала. Sound, звуковой сигнал, push уведомления, e-mail, сообщения на почту. Ну, вероятно, очевидно, что для того, чтобы эти сообщения приходили, push и e-mail, должны быть выполнены соответствующие настройки в свойствах терминала. Дальше тут у нас комбинированные сообщения, ну, собственно говоря, тут все понятно. Push sound message, email sound message, push email sound и message. Вот. По умолчанию стоит SimPrint. Далее начинается виду предупреждений. И первое это событие гистограммы.
На это событие не действует задержка alert delay, потому что оно на гистограмме. Это пересечение гистограммой скользящей среднего и превышение значения гистограммы, уровня скользящей средней, вот на вот это значение, в это значение раз. Другими словами, тогда, когда у вас текущий объем свечи гистограммы в 1,5 раза превышает уровень среднего объема, ну, что, вероятно, по сути, можно говорить о каких-то крупных объемах. Вот, тогда будет выдано вот это самое предупреждение. Далее у нас идут события диаграммы. Вот начиная прямо отсюда и до конца. Первое — это POC Chang'e. Это изменение позиции POC на величину POC multiplier. Это величина в пунктах. То есть, если старое значение POC минус новое значение POC у нас превышает 10 пунктов, то будет выдано это предупреждение. Остальные 4 сообщения — это пересечение границ, соответствующих границ. Это VWAP, значит, граница зон стоимости, POC и median. Цена должна закрыться либо выше, либо ниже от этих уровней. Тогда будет выдаваться предупреждение. Последняя группа входных параметров у нас называется ADA, прочее. И первый из этих входных параметров — это information as the click of a mouse. О чем тут идет речь? Это всплывающие подсказки. Они оставлены по умолчанию. Сейчас я поставлю вперед. Посмотрим, что это получится. Они оставлены у нас по умолчанию, вот такие, какие они заложены в системе. Вот получается вот такая вот картина. Вот такая вот картина. Вот. Что же мы сделали? Мы поставили этот параметр вперед, и теперь по щелчку мыши мы будем получать вывод блока вот всей вот мыслимой и немыслимой информации по этой самой диаграмме. В ходе любой диаграммы, по которой мы щелкаем мыши. Это не всегда может быть удобно, поэтому исходы параметров отключен. Последний параметр в этой группе milliseconds between steps. В данном случае он равен 100. О чем тут идет речь? Это скорость инициализации. При старте индикатора происходит тот процесс, который мы уже описывали. Повторим его еще раз. Это происходит построение двух таймфреймов, кроме текущего. Младшего с исходными данными и старшего, для которого строится диаграмма. Это происходит не сразу. Индикатор включает таймер и проверяет готовность тайм-серии сообщениями типа build source, targets, tf steps. Между срабатыванием таймера происходит то количество миллисекунд, которое указано в данном параметре, то есть 100. Вот. В данном случае ничего не происходит, потому что оно уже построено. Сейчас мы немножко изменим. А что мы изменим? Давайте мы с вами, все что угодно. Давайте мы с вами отключим пересечение линии метра. Вот. Вот сообщение 1, 2, 3, 4, 5. И в конце концов сообщение о том, что все у нас построено, все у нас хорошо. Значит, мы готовы построить 5 диаграмм. У нас 299 свечей для гистограммы. И индикатор строит у нас и диаграмму, и гистограмму. Довольно быстро все происходит. Вот. Но по умолчанию это значение другое. По умолчанию это значение равно 1000, то есть секунды. Почему? Да, уменьшение этого параметра серьезно увеличивает скорость инициализации. Вот. Однако этого не следует делать без необходимости. Потому что таймер продолжает срабатывать и в процессе работы индикатора, фиксирует он определенные параметры. В частности, обрыв связи. Поэтому с уменьшением времени срабатывания будет увеличиваться нагрузка на терминал. Поэтому, если есть возможность немного подождать, лучше этот параметр изменить до 1 секунды. Инициализация будет происходить чуть-чуть подольше. Вот, пожалуйста, она идет. В заключение давайте посмотрим на работу индикатора в тестере. Вот я уже все выбрал. Индикатор, пару, таймфрейм, период. Вот. Давайте нажмем на старт. Так, давайте сделаем немножко помедленнее, поменьше. Вот. Мы уже видим, что у нас уже пошли сообщения, которые я поставил, чтобы выдавались все. Вот, превышение, вот оно. Заметно, да? Идем дальше. Число диаграмм сохраняется равным 5.
Новое открывается, старое удаляется. Сообщения у нас поступают. Все, у нас, кажется, хорошо. Ну, на других режимах мы тестировать не будем. Вот хочу лишь заметить, что, к великому сожалению, версия индикатора для МТ4, вот она имеет место быть, к сожалению, она не будет работать в тестере. По чисто техническим причинам. Вот, поэтому для проверки индикатора пользуйтесь версией для МТ5. Все, леди и джентльмены, спасибо за внимание. Xsteel с вами не прощается.